Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Овен. Давайте посмотрим, что же Овнов ожидает, какие у вас карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у Овнов на следующей неделе, неделя с 9 по 15 февраля. У нас сегодня две колоды. Первая колода, соответственно, основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. И мы посмотрим на двух колодах каждый день недели, посмотрим, какие сочетания карт у вас на этих двух колодах выпадут. Итак, с 9 по 15 февраля. Пока я перетасовываю вторую колоду, я также напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Если вы еще не подписаны, можете оставить лайк, можете оставить сообщение. В любом случае буду очень и очень вам признательна. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Я всегда очень рада обратной связи с вашей стороны. Мне всегда интересно узнать ваше мнение. Итак, Овны, неделя с 9 по 15 февраля. Начнем мы с первой колоды. Посмотрим, что у вас выпадет. Итак, Овны, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта Королева Кубков, карта водной стихии, водного знака. Да, вы не водный знак, вы огненный, но тем не менее у вас выпадает эта водная королева, чувственная, эмоциональная. Возможно, здесь по этой карте вы сможете добиться успеха в каком-то деле, которое для вас очень будет эмоциональное, которое будет вас очень сильно беспокоить, возможно, по королеве кубков. Но вы, скорее всего, добиваетесь успеха. И по пятерке жезлов, даже несмотря на то, что вы сталкиваетесь с определенными трудностями, с какими-то спорными ситуациями, сложными, вам все равно удается получить хороший результат благодаря вот этой своей способности как-то правильно себя повести, правильные слова найти, правильные эмоции показать. И, собственно, пятерка жезлов может показать какие-то здесь конфликтные ситуации, которые могут у вас возникать, опять-таки, и раскачивать вас на чувства, на эмоции. Но я думаю, что здесь больше все-таки, да, позитивного аспекта, потому что, все-таки королева кубков первая у вас, да, основная карта выпала. Дальше идет карта звезда, надежды и планы во вторник, когда вы очень много себе ставите каких-то целей, когда вы планируете, когда вы продумываете шаги, как вы можете добиться, достичь чего-то, что вы себе там поставили, как план, да, в вашем ближайшем будущем. И также вы можете здесь как-то расти, дорастать до своей цели, может быть, даже получать уже что-то, что вы хотели, соответственно, да, здесь получить. Шестерка мечей, в целом вы делаете уже какие-то шаги для того, чтобы приблизить себя к своей цели. То есть это такой переходный период по шестерке мечей, когда вы уже начали движение из точки А в точку Б. Еще в точку Б не попали, но уже, по крайней мере, вы на этом пути находитесь. То есть вы уже знаете, соответственно, какие дальнейшие действия выполнять, что вам нужно еще сделать. Вы знаете, что вы все делаете правильно. Вы можете здесь еще какие-то рассматривать возможности дополнительные. Вы можете здесь, проявляя любопытство, интерес, интересоваться, как вы можете еще там быстрее прийти к своей цели, допустим. То есть что еще вам нужно сделать. Вам может здесь прийти какой-то хороший шанс или хорошая возможность, которая позволит реализовать вашу мечту по карте звезда. Или даст вам надежду. Может быть, вы узнаете какую-то информацию, которая вас обнадежит, даст вам надежду. Может быть, вы там в переписке с кем-то или каким-то сообщением, звонком получите эту обнадеживающую информацию, которая даст вам чувство надежды. Карта Луна. Карта Луна. Карта, вот знаете, с одной стороны мечтаний, когда вы мечтаете, думаете, планируете, но при этом вы не знаете, удастся реализовать ваши мечты, потому что есть очень много неизвестных. И по карте Луна вы можете здесь также и переживать, а не будет ли так, что
какие-то возникнут форс-мажорные обстоятельства, какие-то непредвиденные ситуации, что у меня не получится, или что кто-то подставит, обманет, что что-то вот сложится не так, как я планирую, не так, как я себе мечтаю, как я себе хочу. То есть возникают эти переживания. И тут же еще и 7 пентаклей, переживания, что что-то займет много времени, возможно, придется потратить какие-то дополнительные деньги, возможно, вы думаете, что что-то чересчур медленно происходит, у вас появляются здесь страхи или неуверенность в себе, а может быть, у меня не получится, я не смогу или не сделаю, потому что, да, не хватит сил, не хватит терпения, не хватит времени, не знаю, не хватит денег, вот что-нибудь такое. Дальше идет карта отшельника, это карта Девы. И да, для кого-то это общение с человеком знака Дева, для кого-то из вас здесь может быть по карте отшельник ситуация, где вы находитесь в состоянии, знаете, когда вам хочется, с одной стороны, как будто бы отгородиться, уединиться, может быть, меньше общаться с окружающими людьми, или каким-то образом вы, знаете, можете быть сконцентрированы на своей работе, на своих делах, и постарайтесь меньше отвлекаться на какие-то ненужные вещи, и это может привести к прогрессу. Да, если вы сосредоточитесь на своей работе, на каких-то своих важных вопросах, и вы тогда, не отвлекаясь, будете получать хороший результат в вашей работе, в ваших делах. То есть вы можете прямо здесь отказываться от чего-то, что может вам мешать. Какие-то люди, какие-то предложения, да, как будто от них отказываться для того, чтобы здесь добиться результата в чем-то целенаправленном, что вас интересует. Дальше идет карта Солнца, прояснение ситуации. Возможно, в целом это карта радости. Кстати, вот она 2 раза выпадает подряд у вас из 2 разных колод, но одна и та же карта. Карта Солнца. Очень активная карта Льва, может говорить про общение с человеком знака Лев. В целом карта теплая, солнечная, позитивная, о радостных событиях говорит в пятницу, о каких-то очень жизнерадостных, очень счастливых, может быть, событиях, о процветании, которое у вас здесь есть. Карта хорошая. А дальше идет карта рыцаря мечей, решительного такого, очень смелого, очень храброго. Возможно, общение с таким человеком. Это часто воздушный знак зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи. Но также и вы здесь можете быть очень настроены решительно в отношении чего-то, потому что что-то вас задело. И по 4 кубков вы можете здесь обижаться на кого-то, высказывать кому-то свою точку зрения, да, быть порывистыми такими, да, из-за того, что вас обидели, расстроили. Можете гневаться на кого-то и защищать свои интересы, свои права. По карте 4 кубков. 4 кубков, она в целом также о том, что вы, знаете, вот может быть ситуация, где вам предлагается какая-то возможность, вы ее не хотите сразу принимать или не рассматриваете ее всерьез, хотя стоило бы обратить на нее внимание. Вот, возможно, вам нужна будет решительность, чтобы принять какое-то предложение, которое вы не рассматриваете всерьез или как будто не хотите на него обращать внимание, да, а вот на него следовало бы обратить внимание, оно заслуживает этого самого внимания. И дальше идет карта туза пентаклей, карта хорошей возможности, карта хороших каких-то денег, которые могут к вам прийти. Может быть, даже здесь какое-то удачное вложение денег или зарабатывание денег. Может быть, кто работает в воскресенье, хороший заработок или какие-то личные достижения ваши, которыми восхищаются окружающие. И, собственно, вы здесь благодаря своему трудолюбию получаете какие-то, опять-таки, деньги, может быть, вас тоже как-то очень радует, соответственно, да, и вызывает чувство вот этой независимости, чувство «я смог, я достиг, я добился». Здесь могут быть какие-то хорошие вложения денег или покупки, которые вам в радость, потому что это и карта роскоши, карта возможности себя чем-то побаловать, порадовать, да, чем-то материальным. То есть карта на самом деле хорошая. Может быть и общение с земным знаком, то есть Девы, Тельцы, Козероги. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Овнов, мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!